Здравствуйте, друзья! Сегодня монтирую гипсокартон на потолок. Меня зовут Вячеслав. И как видите, прежде я пробил пароизоляцию на потолок. Это изоспан Б. Края свесил на стену сантиметров по 20, для того, чтобы впоследствии соединить с пароизоляцией на стенах. Изоспан проклеивал на двухсторонний скотч и также стыки проклеивал еще армированным скотчем серым строительным, который очень в принципе хорошо держится. Гипсокартон монтировал прямо на потолок. Это межэтажное перекрытие. Монтировал на саморезы 3,5 на 35. Сверху на этот потолок будет уложен пергамент, толстая бумага или тонкий картон. И сверху будет уже уложен мат прошивной. Это минеральная вата МП100 2000. Довольно тяжелая вата. 1 кубометр весит 100 килограммов. Ну, у нее хорошие теплые звукоизоляционные свойства. То есть основная функция этой ваты будет это все-таки звукоизоляция, так как это межэтажное перекрытие. Но на случай вдруг второй этаж использоваться не будет, то тогда она послужит еще и теплоизоляцией для первого этажа. Гипсокартон 12,5 мм. Монтируется в принципе довольно быстро. На стены тоже пойдет гипсокартон. И я думал поначалу просто его приклеить на мастику или на раствор какой-то клей. Но все-таки подумав, стена толщиной 30 сантиметров и снаружи будет утеплитель и какой-то сайдинг. То есть под утеплителем при такой конструкции будет накапливаться влага, которая будет проходить из дома наружу под вату. Поэтому решил все-таки сделать внутри на стенах тоже пароизоляцию. И вот теперь встал вопрос, как закрепить гипсокартон на стенах. Первый вариант — это установить реечки и по рейкам установить гипсокартон. Это получится своего рода вентиляционный зазор под гипсокартоном, но монтировать гипсокартон будет проще. А второй вариант — это крепить гипсокартон дюбель гвоздями прямо к стене. Сверлить через гипсокартон и устанавливать дюбель гвоздик и молоточком его подбивать. Вот сейчас вот я маленько поленился при раскрое листа. Надо было отрезать узенькую полосочку, там сантиметра полтора всего шириной. И я прорезал лист только с одной стороны. Решил, что нормально отломаю. А он не захотел отламываться. То есть надо было прорезать лист с двух сторон, и он бы отломился очень даже легко. А так я вот с этой полосочкой потратил много силы, энергии, чтобы ее отломить, чтобы потом этот край зачистить. Как я уже говорил, работать приходится вечерами. В окошко видно, что уже темно. После основной работы приезжаю вечерами, если погода позволяет, то работаю. Этот дом еще не отапливается, поэтому завишу еще и от погоды. Если погода позволяет, то градусов до 10-15 мороза работать можно. Когда закончу с гипсокартоном, можно будет сверху уложить картон, вату. Потом буду обшивать, утеплять мансарду, то есть верхний этаж полностью утеплю. Тогда уже можно будет поставить обогреватель и в более человеческих условиях продолжать работать дальше. То есть потом я буду штробить и укладывать проводку. Проводка в стенах будет уходить в штробу. Проводка по потолку буду заводить в пустоту над досками, в вату и проводить по железному рукаву. То есть по пластиковому не решился и оставлять проводку просто так там тоже не решился. Вот железный рукав. А после проводки уже буду монтировать пароизоляцию на стены и гипсокартон. То есть комнаты уже приобретут практически законченный вид. Можно будет шпаклевать, клеить обои или красить. Ну и напоследок
на чем я работаю. То есть, что может быть у пчеловода? Это пару добротных корпусов ульев. Надо повыше, можно добавить еще пару корпусов. Корпусов у меня много, могу заставить весь дом. Ну, на этом пока все.